Друзья, всем привет! Приветствуем вас на нашем канале. Нас уже почти 6000. Хочу представиться. Меня зовут Луиза. Я кондитер с более 9-летним стажем. Делаю у себя в городе торты, десерты на заказ. Очень люблю кремовую и зефирную флористику. С некоторых пор я занимаюсь преподаванием. За кадром моя старшая дочь, которая мне помогает по технической части и во всех моих начинаниях. Всем привет! Ее зовут Роза. Совсем недавно мы выставили пост, в котором мы просили вас задать нам вопросы, если у вас есть. И мы сегодня решили на них ответить. Расскажите, пожалуйста, как пришли к тому, чем занимаетесь, с чего все началось, когда появилась своя мастерская? Начала я свою деятельность где-то 10-11 лет тому назад. Вообще я всегда пекла, и мне всегда это очень нравилось. Но потом начала задумываться, как можно красиво украсить торты. Но не всегда получались бисквиты, чтобы они хорошо пропеклись, чтобы они высоко поднимались. Это у меня не всегда получалось. У меня была газовая духовка. Но потом я пошла на мастер, это было где-то лет 9, наверное, назад. Я пошла на самый первый свой мастер-класс. Это была Алена Титова. Там было все и сразу. Там были капкейки, торты, муссовый торт, выравнивание. Там было очень много информации, после которой я приехала домой. Голова была вот такая огромная. Я всю эту информацию сразу, естественно, переварить не могла, потому что это было все для меня впервые. Но мои домашние были довольны и счастливы тем, что я принесла столько вкусняшек, и мы все были просто в восторге. Дальше я потихоньку начала делать торты на заказ. Мне это очень нравилось, я получала большое удовлетворение. Дальше я как-то увидела рекламу в Одноклассниках Надежды Карманцевой. Она преподавала кремовую флористику. Мне это очень понравилось, меня это очень сильно затянуло, вдохновило. И я поехала в Москву на кремовую флористику. Меня отвез мой муж. На тот момент у меня было 4 детей, 2 взрослых, постарше детей и 2 маленьких детей, которые входили уже в садик. Очень тяжело было это, конечно, все совмещать, но меня не могло ничего остановить. Я шла вперед, мне это хотелось очень сильно научиться, при том, что я к Алене Титовой не на один мастер-класс ездила. Я потом ездила к ней, немножко отвлекусь, не рассказала просто, ездила к ней на мастер-классы по шоу-тортам. Шоу-торты — это большие торты, это грандиозные проекты. Сначала я ездила к ней на мастер-класс просто, на обучение. А потом мы с ней подружились, мы очень хорошо общаемся. Потом она меня как-то приглашала на проекты, где просто помогала я приготавливать. И там не одна была, там были группы девочек. Но это было очень интересно, меня это очень сильно затягивало. Таких проектов было, наверное, три или 4, точно сейчас вот не вспомню. А дальше, когда я увидела кремовую флористику, я тоже вдохновилась, мне это очень понравилось. И все-таки к Надежде Карманцевой я поехала в Москву. Это была кремовая флористика, это был белково-заварной крем, но делали мы его не на миксере большом, а делали ручным миксером. И на тот момент мне не очень нравился этот процесс, что белково-заварной крем нужно делать ручным миксером. Но все-таки мне это понравилось. Мы делали цветы, там рассказывали, как совмещать между собой цвета, как их между собой комбинировать, да, слово забыла, дочь подсказывает. В общем, это было очень интересно. И на самом деле очень много что внесла
в мою жизнь. Вот сейчас вот я сейчас это вспоминаю, сразу эти все знания, они не всплывают, они потихоньку потом всплывают, и ты вспоминаешь это все. И было очень интересно. Вот эти вот два мастер-класса, вернее, два преподавателя, самые первые, которые внесли в меня, как сказать, что внесли? Они зажгли твой внутренний огонь. Точно, я переживаю, волнуюсь, поэтому просто слова вылетают из головы. Да, они зажгли во мне много чего. Вот, вкус привили. Но это было очень интересно. А дальше, конечно, и вот таких вот два человека, на самом деле, что Алена Титова, что Надежда Карманцева, такие были и есть очень открытые, прекрасные люди. И я им на самом деле очень благодарна. Это было в начале моего пути. Дальше у меня было очень много мастер-классов, онлайн-мастер-классов. Потом я ездила, были мастер-классы по кремовой, по зефирной флористике тоже ездила. Покупала много онлайн-мастер-классов. И я своим преподавателям очень-очень благодарна. Каждому преподавателю. Нет ни одного преподавателя, который в меня что-то, в котором я что-то для себя не нашла. И у каждого преподавателя я брала то, что мне нужно, то, что мне было интересно, и мне это очень нравилось. И по поводу мастерская у меня уже, наверное, третий год. Да. Наступил такой момент, когда я уже все, я поняла, или мне нужно закрываться, или мне нужно идти вперед, потому что холодильник был забит и продуктами, и тортами, и коробки, и всякие прибамбасы, все для этого просто этого до такой степени много. У меня даже вот здесь вот моя вот эта студия, у меня уже здесь уже это ничего не помещается. Я думаю, что нужно как-то расширяться, что-то для этого делать. Потому что я делаю и торты, и букеты зефирные, и здесь и упаковка, и зефир, и торты. Ну, это все очень... Это интересно, но все очень сложно совмещать. И на самом деле я очень завидую тем девочкам, которые занимаются чем-то одним. Вот, или торты, или зефир, а у меня еще и шоколад. В общем, всего очень много. Ну вот как-то вот у меня случилось так. Я как-то одно время хотела перейти только на зефир, но мои постоянные заказчики, они, конечно, мне это не дают сделать. А теперь уже те, кто заказчики по зефиру, не дают мне уже бросить зефир. В общем, и еще плюс к этому прибавилось у меня, я стала преподавать. У меня было 2 мастер-класса в Ярославле, 2 группы, был один индивидуальный мастер-класс. Это, конечно, еще мало, но уже какие-то знания я уже здесь получаю. Сейчас мы еще с дочерью записываем онлайн мастер-классы. Это тоже другая совсем сфера, это все другое. Нужно наладить свет, нужно... В общем, везде мы пытаемся развиваться, и в этом мне помогает моя дочь. Наверное, а то я об этом могу говорить очень многое, поэтому, наверное, на этом пока этот вопрос, я думаю, я его открыла. В каких городах планируете мастер-классы в 2024 году? По поводу мастер-классов. Очень интересная тема мастер-классы. Но да, у меня есть в планах Москва, у меня есть в планах Грозный, у меня есть в планах вот еще Волгоград, еще есть города. Но на самом деле это очень такая тяжелый труд, очень тяжелый все это собрать. Ну, для начала собрать группы, потом все вот это собрать, ничего не забыть, довести, привести. Это девочки, кто этим занимается, но вот прям вот не переставая, они вообще молодцы, как это у них получается. И, ну, мне нужно будет опыта, конечно, тоже набираться, потому что у меня семья, у меня дети, у меня вот девочка, которая учится в 5 классе, дочка, и школы, это очень важно. Мама должна быть всегда присутствовать все-таки.
И здесь вот этот вот момент такой очень непростой. Но, конечно, мне в этом помогает моя старшая дочь, муж. В общем, все мне помогают. И мне их порой просто бывает жалко. Вот. А мастер-классы, да, мы планируем. Сейчас я вот запишу. У меня сейчас мастер-класс мы записываем по елкам. Потом дальше пойдут мастер-классы онлайн, мы записывать будем по цветам. У некоторых девочек я понимаю, что нет миксера с подогревом, и я тут пытаюсь как-то перейти уже на заварную технологию, на самые попроще миксера, чтобы им было проще это все. Ну, это все со временем приходят все эти знания, и мы стараемся. Поэтому есть планы, будем живы, все будет хорошо, и надеюсь, у нас все получится. Третий вопрос также связан с мастер-классами, но в записи. Возможно, ты как-то дополнишь. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас мастер-классы по зефиру в записи или вы только живые мастер-классы проводите? Очень хочется научиться делать зефирные цветы. Вы и ваши работы очень вдохновили на это. Ой, здорово, мне так приятно. На самом деле вы меня тоже все вдохновляете к самим мастер-классам живым, к онлайн-курсам. Хочется донести очень много информации, у которой у меня накопилось за эти 3-4 года. Их немало по зефирной и кремовой флористике. Онлайн-курсы снимаются, и они сейчас будут. Но я не хочу торопиться. Мы хотим вот именно, чтобы все было видно, все было слышно, чтобы было все предельно понятно. И они у нас тоже в планах, и мы этим с дочерью занимаемся. Луиза, расскажите, пожалуйста, как в зефирных цветах добиться пастельных оттенков или цвета? Спасибо. На самом деле пастельные цвета это, но не приглушенные, они не яркие, не кричащие. И вот просто добавлять понемножку, вот по капле. И еще даже вот в эти, допустим, в основной цвет можно добавить телесный цвет, персиковый цвет, и тогда они получаются такие пастельные, приглушенные, красивые. Но добавлять буквально понемножку. Какими насадками пользуетесь для зефирных цветов? Для насадки на самом деле у меня что идут и кремовая флористика, и зефирная флористика. И они поджаты у меня, естественно, я их все поджимаю. И у меня нету такого, что для крема одни насадки, для зефира другие насадки. Нет, одни и те же насадки. Основные, ну, все, наверное, их знают, особенно 128-я, 127-я. Это прямой лепесток, в основном розы, но из них тоже и пионы можно делать. Дальше идут 874, 120, 120, 121, 122, 123. Это изогнутый лепесток. Дальше, конечно же, любая насадка это травка. Так, их насадка улыбка это у нас 80-я, 81-я, 81-я, да, и листик из 70-я, 112-я. Вот это вот, думаю, что самые такие основные насадки, а там уже есть другие насадки, которые с перемычками красивые, там хризантемы получаются, ну, разные потом для лилий, там, это уже, ну, вот этими насадками, это самые такие основные насадки, которые вот, если они у вас будут, все замечательно и прекрасно. Расскажите, пожалуйста, все, что касается санитарных норм. Нужна ли санитарная книжка? Бывают ли проверки СЭС? Какие вообще требования? По поводу санитарной книжки могу сказать, она у меня есть. Санитарная книжка обязательно. Вот она вот у меня есть. И каждый раз прохожу я врачей. А по поводу санитарных каких-то норм, вот, допустим, смотря что вы открываете, что у вас, кофейня, там, просто у вас студия, просто нужно в интернете очень много информации, и она доступна, и ее очень много. Просто чтобы быть не голословной, и где-то, возможно, где-то что-то я могу упустить, неправильно сказать, или еще что-то. Вот в интернете почитайте, там очень много информации. Я, кстати, по поводу
Всех, вот когда я все начинала, я, между прочим, курс покупала у Ланы. А, Этот курс стоил, как бы, боюсь быть неточной, я за него заплатила. Вот как раз когда я начинала, вот только вот входила в студию, 40 с чем-то тысяч я платила, да. И там, кстати говоря, очень... У нас до сих пор есть общий чат, где там очень много разбирается вопросов, кто открывает студии, кто открывает кондитерские. Ну, много там информации можно почерпнуть себе. Вот я себе покупала вот такой курс, и все там предельно ясно и понятно. Но эту информацию вы можете всю найти на самом деле в интернете. Луиза, а белково-масляный крем вы делаете? Расскажите про этот крем, какой на вкус, советуете ли вы его применять? Я вот ни разу его не делала, хотелось бы посмотреть, как делают его профессиональные кондитеры. На самом деле белково-масляный крем, я, кстати говоря, в самом начале, когда я вот только начинала свою деятельность, я начинала еще из белково-масляного крема. Мне нравилось этим кремом выравнивать торты. Он получается такой вообще гладкий-гладкий, вот прям вот можно идеально гладко, плюс он еще белый. Мне очень нравился он. Цветы белково-масляным кремом, ну, можно сделать, но все равно он чуть-чуть не такой стабильный, как вот белково-заварной, как вот делают фасолевую пасту, да. Но возможно сделать цветы тоже очень красиво получается. Я знаю, девочки, многие на нем работают, получается все прекрасно. Здесь дело во вкусе. Есть кому нравится, кому не нравится. Я сейчас на нем не работаю. Я в основном выравниваю торты крем-чизом на масле. Но масло должно быть, конечно, хорошего качества, 82%. И, и делаю, и если у меня приходит заказ на цветы, то я цветы делаю из белково-заварного крема. Белково-заварным кремом я не выравниваю торты практически. Ну вот бывает, ну может быть за год один-два раза и все. Ну вот как-то не очень нравится, не знаю. А вот любят чиз. А вот цветы я делаю из белково-заварного крема. Масляный как-то вот, не знаю, ну кому-то нравится, кому-то нет. В основном вот идет чиз и белково-заварные цветы. Вот. А масляным я уже давно просто с ним не работаю. Но тоже можно. Планируете ли прямые эфиры на Ютубе? Да, кстати, по поводу прямого эфира, как я уже сказала, у нас уже почти 6 тысяч, и это большая заслуга моей дочери на самом деле, потому что я просто... Вообще у меня этот канал еще с 2016 года, но я ничего туда не кидала, я просто смотрела через YouTube много что, черпала информацию. И вот буквально около года назад, почти год, наверное, назад, я начала туда, да, точно, свадебный торт я туда скинула ровно год тому назад. Просто я не знала, как это делается, что это, вообще не понимала. Просто скинула, ну, смотрю, люди, ну, посмотрели там немного, 1, 2, 3, поставили лайки. Дальше начала просто так закидывать туда видео, смотрю, 2 подписчика, 8, 10. Потом, когда уже дочь моя взялась за это, смотрим, людям стало интересно, она стала просто скидывать сюда на наш канал видео с прямых эфиров, марафоны с Инстаграма, с контакта с Инстаграма. И все как-то так, знаете, закрутилось, людям интересно, вы стали задавать вопросы, лайкать, и нам это очень приятно на самом деле. И вот как-то все так пошло, и уже за 2 месяца, да, где-то? Ну, примерно. Примерно за Ну, 2... начало осени, Начало по-моему, осени, плюс-минус. да, ну, около 2 месяцев, неполные. Нас уже на канале с вами почти 6 тысяч.
Это очень приятно. И вот когда у нас на канале будет 10 тысяч, мы проведем прямой эфир. Сделаем прямой эфир, с вами поговорим, ответим на ваши вопросы. В общем, планируем, да, будет. Делаю зефир, получается. Но чтобы был сухой и из него собрать букет, нет. Что надо делать, чтобы он был стабильный? По поводу еще прямых эфиров, я сейчас отвлекусь. Это, наверное, еще имеется в виду не вот этот, который мы планируем, а, наверное, еще по поводу приготовления, я думаю, или БЗК, или зефира. Такие эфиры тоже планируем, они тоже будут. Прости, пожалуйста, еще раз. Сейчас. У меня здесь кофе, я тут немножко глотну. Делаю зефир, получается. Но чтобы был сухой и из него собрать букет, нет. Что надо делать, чтобы он был стабильный? А на самом деле здесь просто я не знаю, по какой рецептуре вы делаете свой зефир. Ну вот смотрите, летом, когда вот у меня были мастер-классы, и у нас мастер-классы 2 дня. Один день мы делаем БЗК, отрабатываем цветы, а второй день мы эти все цветы уже делаем в зефире. И была очень большая влажность, прям очень-очень. Летом вообще большая влажность. Это большая проблема. У меня есть видео на канале, можете посмотреть, как я боролась с этой влажностью. Потому что сейчас дали отопление. Когда есть отопление, это вообще замечательно. Зефиру комфортно. Когда на улице сыро и высокая влажность, 70-80%, зефир просто плачет. Он не сохнет совсем. От слова совсем. Вот. И мы, когда собирали с девочками букеты, это не только у меня, везде так, кто собирает, все равно он мокрый. А мокрый, потому что он не успел подсохнуть, стабилизироваться. Он стабилизировался, но он не подсох. И тот зефир, который у вас не подсох, его же нельзя опудривать. Мы просто его снизу опудриваем, собираем букеты, и, конечно же, он мокрый. Но здесь может быть, возможно, что-то, какая-то ошибка, может быть, в технологии, такое тоже может быть. Может быть, не доварили, допустим, сироп. Может быть, не до той степени, что надо, взбили белки. Какая у вас технология? Классика или заварная технология? Рос, здесь Камила звонит, ответь, пожалуйста. Дочь просто со школы. Выйди. Дочь просто со школы, просто нужно ответить. Вот, поэтому здесь, конечно, немаловажно это влажность. И просто по какой вы делаете технологии. Просто здесь тоже надо понимать и знать. Где-то может быть ошибка. Ведь что у нас правильный стабильный зефир? Это хорошо взбитые белки, это тот же самый БЗК. Все нужно обязательно правильно, хорошо, до хороших пиков взбить нам этот меренгу. Заварная или классика, разницы нет. Это обязательно хорошо взбить. Нужно хорошо и правильно до нужной температуры сварить сироп. Потом это все влить и правильно добить массу. Вот эти вот все нюансы, они, конечно же, играют большую роль. Поэтому здесь просто нужно разбираться обязательно. В чем тут проблема? Что там дальше есть вопрос? Конечно, есть. Конечно, есть. Все нормально? Дочь Да, пошла? она домой пошла. Домой пошла, закончились уроки. Луиза, покажите, пожалуйста, как сделать правильно ромашку и как крепить в букет. Смотрите, по поводу ромашки, я даже дочери говорю, по поводу ромашки у меня есть рилс, как я ее делаю, но сегодня я посмотрела, рилса нет, он у меня в Инстаграм. Но я после вот эфира, я закину рилс, посмотрите рилс, как я делаю ромашку. 127-я насадка, 124-я насадка, это даже может быть 127-я, в зависимости от того, какую вы хотите делать ромашку, крупную, мелкую. Но на видео, по-моему, я там делаю 127-й насадочкой. Сделали ромашку, но она у нас вот на
квадратике таком, ну, специальные бумажечки вот эти для заметок, да, вот сделали, отсадили ромашечку. Дальше что у меня идут пружинки отсаженные. Я эту, значит, ромашечку снимаю с пружинки, наклеиваю ее на пружинку, так как когда мы снимаем ромашечку, она снизу у нас ну, не макроватая, а клейкая, и она хорошо клеится к зефирке, к пружинке. И потом просто вот эти вот ромашки, я их просто ставлю в букет на зубочистке. Все то же самое. Но там, где у вас места открытые остаются, я просто беру вот эти ромашки без пружинок и прям клею на вот эти вот пустые места. Но, конечно же, это нужно собрать, чтобы это было вот полукуполом, чтобы это было красиво, чтобы у вас был не плоский букетик. Ну, этому я тоже учу у себя на мастер-классах. Там ничего сложного нет. Этому всему тоже можно научиться. Если у меня ручной миксер, зефир по вашему рецепту не получится? Конечно же, все получится, просто нужно, конечно, поделить порцию пополам. И когда вы делаете ручным миксером, вы можете сначала, чтобы вам было удобно, потому что, ну, неудобно взбивать, допустим, массу ручным миксером и здесь же варить сироп. Вы можете сначала сварить сироп, отставить до нужной температуры, там, если классика, это до ниточки. А если это заварная, там кто-то смотрит, кто-то по времени. Но я всегда градусник вставляю, потому что по времени тоже не всегда получается. В общем, здесь визуал какой у вас, вот как вы делаете, так и делаете. Но если это классика в момент, вы сначала варите сироп, ну это и в заварной технологии тоже. Вы сначала варите, тем более если вы новичок, вы сначала варите сироп, правильно до нужной температуры, до нужной ниточки, отставляете его. Затем берете, взбиваете яйца, чтобы хорошо прям у вас стояли белки, не сваливались с венчика, чтобы все хорошо стояло, масса хорошо стояла, хорошо взбитые белки. И потом, когда у вас все это взбилось хорошо, вы сироп ставите, греете до кипения, доводите, не надо там уже никакую температуру смотреть, просто довели до кипения и вбили в массу сироп. И все у вас получится. И добейте, просто чтобы у вас хорошо вмешался туда сироп, но сильно долго не взбивайте, так как там будет меньше массы, и она может очень быстро у вас, пока вы ее взбиваете, она может быстро стабилизироваться. Поэтому взбили, все, видите, что хорошо взбилось, и начинаете дальше уже быстро работать. Или вы делаете пружинки, или вы делаете цветы. Ну, конечно, если вы только начинаете, то чтобы вам понять, как работает масса, конечно же, сначала делаете пружинки. Просто нужно понять, как у вас схватывается агар, за какое время, чтобы вы все успевали делать, чтобы не расстраивались. Просто если вы не умеете делать зефир и точно так же не умеете делать цветы, вот вы какой-то урок открыли, смотреть, сели, сделали зефир и начали делать. У вас зефир на цветочки не получится, они быстро стабилизируются, вы расстроитесь и скажете, зачем мне это все надо. Поэтому учитесь на пружинках. Это все возможно. Я новичок в приготовлении БЗК. Сначала крем получается, как у вас, держит форму, а через некоторое время становится мягким. Так и должно быть. Нет, он не должен быть мягким. Смотрите, мне просто, я не знаю, по какому вы делаете рецепту. Возможно, я могу предположить, что по моему, да, если вы говорите, что он как у меня, а потом он у вас становится мягким. Есть девочки, которые отвешивают лимонную кислоту на глаз, или там на кончике ножа, или там пол чайной ложки, а ложки бывают разные. За крепость белково-заварного крема отвечает лимонка.
Ну, это одно из что. Но здесь, конечно же, много раз говорила и говорю, для того, чтобы получить стабильный, хороший, правильный белково-заварной крем, это нужно хорошо, правильно взбить белки, сварить сироп, я варю до 125 градусов. Дальше в хорошие белки, вот видите, что белки хорошо взбились. Почему нужны хорошие такие белки? Что в зефире, что в БЗК. Для того, чтобы, когда вы вливаете сироп, чтобы масса могла на себя принимать этот сироп. Если у вас белки будут плохо взбиты, и вы будете вливать туда сироп, у вас будет разжижаться крем. Ну, дальше вы его можете добить, все это понятно, но нужно правильно взбить белки, нужно правильно сварить сироп до нужной температуры и влить ее тонкой струйкой. Если вы будете вливать быстро, то он у вас будет тягучий. И, конечно же, правильную порцию всыпать лимонную кислоту. Вот эти вот нюансы, там ничего сложного нет. Но вот эти нюансы, их нужно, конечно, придерживаться. Что вот по рецепту дают. А лимонку, вот у меня по рецепту лимонка идет 3,4, ну самое большее, что я могу добавить, 3,4, ну может быть 3,5 лимонной кислоты, но я обязательно покупаю ювелирные весы и отвешиваю их, вот эту вот порцию по ювелирным весам. Ну, я так работаю, может быть, кто-то работает по-другому. Это одна из причин, почему, да, он сначала, я вам больше скажу, у меня был случай, когда я сделала белково-заварной крем, у меня были в заказе корзиночки с белково-заварным кремом. Меня что-то отвлекло, он у меня был отвешен, стоял, и меня что-то отвлекло. Это первый раз было вообще в моей жизни, никогда такого не было. И я просто забыла, я не добавила лимонную кислоту, я сделала корзиночки, одна у меня осталась, я ее поставила в холодильник. Я когда делаю корзиночки, одну оставляю, потому что я их очень люблю, и мне они очень нравятся, и я себе оставляю одну. И я отдала заказ. На следующий день, когда пришла, я увидела, что этот крем, он немножко поплыл. Он, конечно, ну, не потерял такую форму. Если, конечно, это были цветы. И когда я отсаживала вот эти вот шапочки, я чувствовала, что он у меня не настолько плотный, как обычно. И мне было это странно, но было очень много заказов, и я просто не успела переключиться, подумать, в чем вообще причина. Но когда я начала вечером прибирать со стола, ну, убирать после рабочего дня, я увидела, что я лимонную кислоту не всыпала, и я тут поняла, в чем моя была причина. Крем, с этим кремом цветы бы, возможно, бы я сделала, но было бы некомфортно, и они бы поплыли бы. Поэтому, может быть, вы недостаточно добавляете лимонной кислоты. Ну, это одна из причин, возможно. Все. Все, да? Вопросов больше нет? Ты совсем благополучно справилась. Я тебя поздравляю. Дочь меня поздравляет, говорит, что я справилась. Но я очень рада, потому что я переживала, думаю, как это все будет. Это первое наше такое видео в таком формате. А если у вас будут какие-то вопросы, задавайте. Мы тоже вот такие же видео будем снимать, отвечать на ваши вопросы. На самом деле очень много планов впереди. Надеюсь, что у нас все получится. И очень надеюсь, что вам все нравится, все, что мы для вас снимаем, показываем. Так, ну все, да. На этом все, мои дорогие. Всем спасибо, кто меня будет смотреть. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем на них отвечать. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.